Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Хочу предложить вам сплести вот такую корзинку, подставку для молочного пакета или для пакет с крупами. Корзиночка будет с дырочкой, очень просто плетется, ее освоит даже начинающий. Начинаем плести овальное дно. Небольшое овальное донышко. Соединяем две трубочки. Они нам будут служить рабочими. Между стоечками, которые мы переплели, расстояние 2–2,5 сантиметра. Все зависит от толщины ваших трубочек. Чем толще трубочки, тем можно делать больше расстояния между стойками. Чем трубочки меньше, расстояние должно быть меньше. И начинаем вот так вот простенько обплетать обычной веревочкой. Я плету против часовой стрелки. Мне так удобнее. Кто-то плетет наоборот. Вот сделали 2–3 ряда. Раздвигаем двойные стоечки. С одной стороны и с другой. Теперь мы эти двойные стоечки раздвигаем по бокам и вставляем еще 2. Впоследствии они тоже будут раздвигаться по бокам. Мы их просто подкладываем, вплетаем, оставляя немножечко кончики торчащими поверх нашего плетения. Это будет внутренняя сторона, поэтому это не будет особо видно. Мы, конечно же, их подрежем, подтянем и спрячем в плетение. С одной стороны вплетаем и с другой стороны вплетаем. Тоже так же 2 стоечки. Если вы здесь впервые и не подписаны еще на канал, обязательно подпишитесь. Впереди ждет много-много интересного. Вот теперь мы кончики немножечко подрезали и аккуратно вытягиваем, чтобы они не выскочили из плетения. И разъединяем по одной. Разъединяем, конечно же, спустя 3–4 ряда плетения. Где стоечки коротенькие, мы обязательно их наращиваем. Я наращиваю, можно стык наращивать, то есть одевать на старую стоечку другую трубочку. Я просто сбоку. И вот теперь мы еще добавляем по одной, которые те 2 мы вплетали. Мы их опять раздвигаем по бокам и еще по одной посередине добавляем. Через 3 ряда начинаем поднимать стоечки. Также обычной веревочкой
можно веревочкой из 3. Что такое веревочка из 3 и как ее плести? Я оставлю вам подсказочку на мой плейлист о плетении. Там вы можете найти интересующую вас информацию. Не только про веревочку из 3. Так, на данном этапе мы проплели 3 ряда. На данном этапе одну рабочую трубочку мы закрываем и оставляем одну. Сейчас мы будем работать одной. Формируем окошко и плетем узор ситец. Что такое узор ситец? Это плетение, так сказать, в шахматном порядке. То есть сначала мы рабочую трубочку заводим за стоечку, следующая перед стоечкой, опять за стоечку, следующая перед и за стоечку. И вот таким образом продолжаем. Ничего хитрого в этом нет, абсолютно. И вот здесь мы не доходим до конца, поворачиваем. Теперь, где у нас рабочая трубочка ложилась перед стоечкой, мы ее заводим за стоечку. Где была за стоечкой, заводим перед стоечкой. Вот получается такое шахматное плетение. Таким образом плетем нужную нам высоту. Вот я проплела нужную мне высоту. Здесь самое важное, чтобы вот в нашем отверстии на одном стоечке и на другой стоечке, то есть с обеих сторон, чтобы было одинаковое количество витков. И теперь мы опять добавляем еще одну рабочую трубочку, подставляем и плетем далее обычной веревочкой 2 ряда, соединяя наше окошко. Вот таким образом. 2 ряда проплели. Теперь мы будем плести ту самую веревочку из 3. Добавляем еще одну рабочую трубочку. Само название говорит за себя. Раз веревочка из 3, значит она должна плестись из 3 трубочек. Я не буду акцентировать внимание на веревочке из 3. Повторюсь, я оставлю подсказочку и оставлю ссылочку в описании на плейлист, где вы можете найти много-много интересного. В частности, как плести веревочку из 3. Очень с подробным объяснением. Как начать, как закончить, как продолжить. Очень важный момент. Прямую веревочку из 3 мы наращиваем за стоечками. Но потом это все перекрывается предыдущими трубочками. Здесь мы обрезаем стоечки и также прокладываем веревочку из 3 только по краю, фиксируя прищепками. Обрезанные стоечки смазываем клеем
Вот здесь я буду сейчас фиксировать прищепкой, чтобы оно не развалилось, чтобы дать клею схватиться. Не переживайте, это никуда никогда не денется, потому что потом мы скроем лаком, это все зафиксируется и никогда никуда не денется. Но я еще раз повторюсь, не забудь, пожалуйста, подписаться на канал. Впереди ждет много интересного. Мастер-классы на моем канале выходят 1-2 раза в неделю. Также на канале выходят влоги о моей жизни. Кому интересно посмотреть о моей жизни, оставлю подсказочку на плейлист. Очень важно закрыть по рисунку. Оставшиеся стойки закрыть по рисунку. Вот здесь я, конечно, напортачила немножко, но я потом исправилась. Вообще, в нашем деле, в нашем плетении, важно каждый рисунок завершить именно по рисунку, чтобы не было видно переходов от одного ряда к другому. Ну а я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк этому видео. До новых встреч!